Он провел 8 лет в заключении за преступление, которого не совершал. Суд был быстрым, равнодушным, а приговор – беспощадным. Все это время Майкл Хейс держался только за одну мысль – когда-нибудь он вернется домой. Не в город, который давно его вычеркнул, а в маленькую халупу на краю леса, где когда-то началась его жизнь. Когда ворота тюрьмы закрылись за его спиной, мир показался слишком громким и слишком ярким. Майкл шел долго, избегая дорог и людей, пока не добрался до знакомой тропы. Дом все еще стоял, перекошенный, потемневший от времени, но живой. Он сделал шаг внутрь и потерял сознание. Очнулся он на холодном полу. Перед глазами стояла картина, в которую невозможно было поверить. В его доме жили 3 детей. Худые, грязные, закутанные в старые одеяла, они прятались по углам, словно загнанные зверьки. Было ясно, дети были бездомными и давно обосновались здесь, спасаясь от холода и голода. Увидев его, они оцепенели от ужаса. Для них он был не хозяином дома, а страшным человеком с тюремным прошлым. В их глазах читался страх смерти. Но Майкл не сделал ни резкого движения, ни шага вперед. Он просто опустился на старый стул, позволяя им понять, опасности нет. Прошли дни, затем недели. Страх постепенно сменялся осторожным доверием. Майкл делился тем немногим, что у него было, чинил крышу, разводил огонь, ходил в лес за ягодами и кореньями. Дети начали помогать ему, а дом, который раньше был лишь убежищем, стал чем-то большим, местом, где снова появилась жизнь. Эмма, Лукас и Наа были потеряны задолго до встречи с Майклом. У каждого из них за плечами была своя боль, о которой они не умели говорить. Майкл тоже молчал о прошлом. Его тюремные годы не нуждались в словах, они жили в его взгляде и сдержанных движениях. Со временем они стали семьей. Не по крови, а по выбору. Майкл учил детей выживать, быть осторожными и не терять человечность. А они, сами того не понимая, возвращали ему то, что отняла тюрьма – смысл, тепло и чувство нужности. Человек, которого общество считало сломанным и опасным, стал для 3 потерянных детей единственным защитником. А старая халупа на окраине леса превратилась в место, где несправедливо осужденный человек начал новую жизнь, не ради себя, а ради тех, кто однажды испугался его больше всего.